Привет! Ты снова на канале IT User Help. В этом видео я хочу рассказать о том, как протестировать USB кабель, с помощью которого ты заряжаешь свой смартфон. Не секрет, что все USB кабели отличаются, и с помощью одних ты сможешь зарядить свой смартфон быстрее и эффективнее, а с помощью других, используя другие, ты можешь вообще не зарядить свой смартфон, либо зарядка будет неполной, либо длиться очень долго. Зависит это прежде всего от толщины провода внутри этого USB кабеля. Внутри USB кабеля есть 4 тонких провода: красный, зеленый, белый и черный. Зеленый и белый провода отвечают за передачу данных, а красный и черный как раз и за передачу тока для зарядки телефона либо планшета. И вообще существует чаще всего два сечения провода. Это 0,32 мм в квадрате, который позволяет передать 0,5 ампера, и более толстые провода 0,51 квадратный миллиметр в сечении, которые позволяют передать до 2 ампер. Также на зарядку влияет и само зарядное устройство, способно ли оно дать ту мощность, которая нужна смартфону и аккумулятору. Если у вас имеется несколько USB кабелей и вы хотите протестировать и понять, какой из них лучше, предлагаю посмотреть, как это сделать. Для этого перейдем в Play Market и в поиске английскими символами вводите амперы. Нажимаете поиск. И нам нужно скачать такое приложение Ampere с вот такой иконкой и от производителя BrainTap. Скачиваем, устанавливаем и после этого открываем. Так выглядит главное окно приложения. Показывает заряд, емкость аккумулятора вы здесь видите 4100 мА, температуру аккумулятора. Кстати, температура аккумулятора это тоже очень важный параметр. И нормальная температура аккумулятора считается от плюс 5 до плюс 40 градусов. То есть если вы выходите за эти рамки, то аккумулятор будет заряжаться уже намного хуже, неэффективнее, и срок службы аккумулятора будет хуже. Это именно не температура воздуха окружающей среды, а именно температура аккумулятора. Кстати, чехлы влияют на температуру аккумулятора. Из-за чехлов она может здорово подняться, особенно если окружающая температура тоже высокая. И плюс процессор дает определенное тепло. Если телефон находится в каком-то теплом помещении, плюс еще в чехле, и плюс выполняет какую-то работу, то температура аккумулятора может значительно возрасти и выйти за рамки 40 градусов, которые считаются нормой. Итак, у нас прошло вычисление. Сейчас видно, что телефон потребляет 340 мА. Минус это значит потребление. Сейчас я подключу зарядное устройство. У меня здесь есть 3 USB кабеля, которые мы в этом видео протестируем, и посмотрим, и какая разница в USB кабелях. Первый кабель я подключил, вычисление. Сейчас мы узнаем, какой максимальный ток. И мы видим 410 мА. Это, в принципе, не самый хороший показатель, но, в принципе, довольно пойдет. Другой кабель втыкаем. Видим 550 мА. И сейчас попробуем тоже USB устройство, только с другим USB кабелем. Подключил.
И видим разницу, что этот USB кабель при том же зарядном устройстве пропускает меньше, значит он хуже. А теперь попробуем этот же USB кабель, но воткнуть в порт USB порт компьютера. Вообще обычно USB порт компьютера выдает 0,5 ампера, но бывает и больше. Сейчас мы посмотрим, сколько выдает ноутбук моего компьютера. 720 миллиампер, это в принципе очень хороший показатель, так как обычно USB порты до 0,5 ампер. Но возможно, потому что у меня USB 3.0. Итак, мы рассмотрели программу, с помощью которой вы сможете протестировать все свои USB кабели, выбрать из них лучше. И в случаях, когда вам нужно максимально быстро зарядить ваш смартфон, использовать именно этот USB кабель и самое лучшее зарядное устройство, которое вы найдете у вас. На этом все. Если видео было полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.